Доброе утро, и вы на канале Черничники, где семья живет в лесу. Смотрите, я вышел на улицу. Ладно, собаки ко мне подбежали. Куры-ка бегут, смотрите, куры бегут ко мне. Итак, какие у нас планы? Завтра мы договорились с родителями поработать на Тихом хуторе. Послезавтра к нам приедут мамины родственники, это родные сестры мамины. А сегодня мы целый день дома. А раз мы целый день дома, значит, что надо... А завтра нас не будет, значит, надо поубирать здесь вокруг все, да? Да, сегодня уборка перед гостями будет. Вот такой вот план видео будет у нас сегодня. Белая вообще не дается гладиться. Давайте гулять. Вот помните маленькие золотые косинтины? Вот их пока что 4. Все 4 живы, и вроде бы 2 курочки и 2 петушка. Как зрители и писали. Но главное, чтобы не унесла ни лиса, ни коршун. И вообще, мне кажется, уже наверное, надо как-то уже продавать, уже давать в рекламку. Нет, так еще ж непонятно, кто где. Не, уже у больших понятно. Уже есть большие понятно. Потому что тут в основном везде наша кровь. Вот этих вот все косинтины это от нашего петуха, от наших кур. А привозные и импортные это только эти рыжие золотые и пестрые. Вот эти 3 рябые продаваться не будут. Там мы их сами купили себе на развод. Вроде бы петух по центру и 2 курицы с краю. Утки уже сами просятся, сами вечером сюда приходят. Не в сарай приходят, а вот сюда вот поесть. Эти бегунки, их почти уже можно кушать. Вот они уже размером, вот 7-я последняя стоит, ихняя мамка. Они уже до одного размера. Да, все, надоел. Белочка, пошли. Ты заметила, что сейчас белка лучше стоит? Когда нету козлят, они эти соски не кусают, они не раздраженные и не болят. Вот мы подоили просто вот таким кремом для вымя, помазали и все. И они у нее такие нежные, как попка младенца. Можно со всей силы душить, и она даже не топает ногой. Поэтому без козлят даже лучше стало. Айза, не пугай мне ее, нельзя, рано.
Найдочка, пошли пить молочко. Найди. Иди пей. Ник, Айза, вы с одной миски пьете. Дику и Айзи. Дику и Айзи. Вы друзья. Булька, иди сюда. Булька, на. Это тебе булечки. А это надо за Найдой побегать. Вот за Найдой надо побегать. Найда самая скромная собака. Пей, Найда, пей, Найда. Смотрите, белка съедает зерна больше, чем все стадо дорперов. И не толстеет. Потому что молочная коза, она не может быть толстой. Вот она, у нее всегда, у молочной хорошей козы, вот сюда должен проваливаться кулак. Продали твоих аглоедов. В этом году мы долго не ждали. Сразу пока молоденькие, чух, и все. Лучше так, чем держали бы их еще до осени, а потом осенью никому не надо. Все, теперь остальные идут гулять. Выбежали по-быстрому насобирать на обед грибов. Вот тут осинки такие, и всегда в этом месте краснюки растут, но сейчас что-то пробежался, нету краснюков. Рано, лето. Вот лисичек немерено. Вот просто на жарку можно насобирать за 10 минут. Ну, Булька, кто это? Это Булька, скорее всего, красноголовик. Ну вот, это красноголовик. У кого-нибудь ёкает сердце от находки такого? Фу, да? Он может даже и целый, да? Может даже и съедобный. Но такого старого даже и кушать не хочется, есть такого. А, ну вот. В общем, за благородными грибами надо идти осенью. Когда они красивые, когда у тебя сердце ёкает, ты находишь и радуешься каждому грибу. А сейчас, если найдешь там пару штук, то они будут или червивые, или вот такие, муравьи, или вот такие вот сухарики стоять вот от солнца. Ну, лисичек насобираем. Лисички мы не морозим. После заморозки лисички становятся горькими. Поэтому лисички или мы едим свежими, или мы их в жиру растапливаем, в банки закатываем, и потом тоже как свежие получаются. И, кстати, вот мы недавно нашли лисички, и не было времени пожарить. Поставили в холодильник, 2 дня там постояли, потом пожарили. И вот такими свеженькими они 2 дня там легко лежат. А если положить какого-нибудь боровика на 2 дня, то даже если он не был червивый, то появится внутри черви. Он саморазрушается. Лисички в этом смысле крутые грибы. И они вкусные. От лисичек единственный минус, что действительно ты не наслаждаешься находкой. Лисичка да лисичка. От него не ёкает сердце.
Пособираем буквально вот 10 минут нам на обед и хватит. В осинах. Красников нету подосиновиков, но лисичек много. Кабаны порыли. Очень много следов присутствия животных. След от оленя. Но тут видно и косули есть, и лоси есть. Ну, главное, чтобы не было следов медведя. То, что тут одного медведя недавно видели. Поэтому страшновато, если честно. Димка, как ты думаешь, нас Булька защитит от медведя? Да мне кажется, она первая на дерево залезет. Мне тоже так кажется. Тут место очень много муравьев. Лисички невозможно сорвать. Танцуем возле лисичек. Мне только что за шею укусил, ох, больно. Так ладно бы ползали и все, они кусаются. Муравейники с человеческий рост. И тут же... Термитники просто. А чего ты уши поджимаешь, когда тебя глажу? А? Такая покорная собака, хорошая. А вы что, Валя не родственник, что ли? А что, родственник? А что вы делаете? А что, Валя так никогда не делала? Мы в воде варим. О, И что, мне сейчас эту марлю кушать? Я же хочу... то я- воды будешь Выжимайте мне в тарелку. Как это? Вы что сделали? Манты с вареников. Побачиш, які вони вкусні. Ты что, меня обманывала все это время? Я тебе воду давала. І лей туди сметану, і буде вкусно. Это вареные, это мои, да? Дим, так ты вместо воды сметану льешь? А что, не так было надо делать? Так. Так. Так и теперь что делать? Теперь я даже не знаю. С чего начать? Где мой суп? Дайте хоть супа в прикуску. Ну, у вас большие вареники, не такие, как Валя делает. Більше, бо тісто не таке. На тісто на кефірі, ще й з дрожжами. Сода й дрожжі. Бачиш, яке тісто м'яке. Угу. Где вода? Ну, запил бы сейчас, да. Закривай сметаною. Ну и так вкусно, конечно. Вкусно. Не хуже. При жене не могу сказать, что лучше. Но не хуже. От і жену твою навчу. Так, перейшли. Последний раз мы с вами обрезали все верхушки деревьев. Как видите, ни одно дерево не погибло, не засохло. Все красиво. И тесть уже в этом году приезжал, косил сюда 3 раза.
И уже надо 4-й косить, видите, уже трава вот. Ну вот так вот. Валь, как тебе? Ну, я, если честно, думала, что она будет не так стоять. Вот так я тоже Да. думал, но она так по-другому не смотрится. Разве Ну будет? да, хотя там можно будет... И как тут вот заходить? Она вот 60 на 60, и как ты вот здесь будешь закидывать, ты открываешь вот так вот и уже сесть негде, понимаешь? Ага. Я тоже думал, я думал, что она вот такая вот маленькая будет и все. Угу. Вот. Пойдет. Все, в нашем доме это осталось только телевизора повесить и все. Больше ничего не надо. Холодильник у нас здесь даже не включен. Вот когда мы с вами тогда последний раз здесь вместе были, с того момента мы сами здесь ни разу не были в доме. У зрителей часто возникают вопросы, а кто ж смотрит за домом, а куда вы, чего его не продадите? Друзья, нам когда-то дали участок бесплатно, государство дало, и поэтому продать дом невозможно. То есть 7 лет сначала было, когда мы получили участок без права продажи, потом ввели новый закон, и после того, как ты зарегистрировал дом, сдал в эксплуатацию, нельзя продавать сейчас 5 лет. А у нас прошло только 2 года. То есть мы 3 года, ну, после сдачи в эксплуатацию, то есть как у нас уже 2 года он как сдан. То есть мы 3 года не имеем права его ни продавать, ни сдавать, вообще ничего. Ну, нашему сыну 18 лет, может он женится, перейдет сюда жить, кто его знает. Ну, а может через 3 года видно будет, что с этим. А за домом кто ухаживает? У нас видеокамера, с которой я могу следить с любой точки мира за домом. Вот, пришел сигнал тревоги, что мы сюда зашли. Камера есть на пылесосе. Уборку наводит тот же пылесос. На улице тесть приезжает, обкашивает. Котел тоже автономный. То есть, ну, сейчас умные дома, то есть даже вот здесь даже не надо находиться, он может так вот год стоять, сам поддерживать чистоту, сам поддерживать в комнатах температуру. Но вот единственное, что тесть у нас тоже как робот. Вот продал своих 10 коров, слава богу, и видите, уже помогают нам. О, вот и робот. Закончил уборку. Промывка салфетки остановлена. Да, надо заезжать только этому роботу, менять воду. Старую грязную выливать, чистую подливать. Вот это значок чистая вода, вот это значок грязная вода. Этот пылесос Роборок просто супер пушка-бомба. Вот у нас сколько было пылесосов, и сейчас на хуторе 2 пылесоса там. Но надо вот, если уже покупать, надо с такой станцией. Он сам пылесосит, сам моет, сам тряпку эту выжимает, сам ее чистит, сам пропылесосил в станцию, грязь выкинул. Помыл, сам помыл тряпку, слил грязную воду, чистую, помыл салфетки. И тоже им можем управлять с любого места в мире. То есть я могу включить, выключить. Единственное, вот, конечно, недостаток, что вот хотели ковер здесь вот этот подстелить, но он большая шерсть, вот, и он в нем немножко застревает. А так, конечно, просто идеален. То есть вот он весь дом нарисовал, этот пылесос. Вот это наша спальня. Под кроватью он пылесосит. Единственное, видите, диван обозначен вот этот зелененький светлым. И здесь вот от этих стульчиков только ножки такие беленькие. И все, он везде ездит, и вот еще кухню не может, вот эта кухня с холодильником, и под ванной не заезжает. А так он по всему дому все видит, все это. И ладно, видеокамера у нас висит сверху на доме, тут еще на заборе висит, можем смотреть. И вот этот Роборок, если это показывают, если кто-нибудь дома еще. То есть даже на пылесосе видеокамера лучше, чем этого пылесоса.
мы ни разу не видели. Поэтому всем рекомендуем. И если вы его купите по нашей ссылке, которая будет под видео, получаете 10% скидки. Потом смело можете заказывать. На этом участке мы посадили свой лес и хотели здесь жить. Но переселились на хутор, и поэтому тут никто не живет. А могли бы быть здесь мы в это время. Что-то какая-то там пишет разомкнутая цепь. Надо пройтись вокруг электропастуха, может где-то заземление идет. Уточки встали с гнезд. Пошли заглянем, что у них там с яйцами. Ага. Видите, это два бандита, а не гуси. А ну пошли вон отсюда. Пошли вон, сказал. Ёлда. О. Что это? Уже утки лупятся утята, а эти их гоняют. Иди сюда, сказал. Ух, получите у меня. А ты что здесь? Ты села тоже на утиное гнездо. Ох, как тяжело с вами, а. Ты здесь, или ты не на утиное? Подожди, извините, пожалуйста. Да, утиное рядышком. Все, она побила вот эти яйца. У одной утки ничего не будет. Из-за этих гусей. Вот смотрите, мы их выгнали, а она назад идет. Иди отсюда, я сказал. Ну что делать? Вот эти гуси должны вроде бы завтра заехать за ними. Утька, утька. Так. Остальные тоже проклюнутые. Это, походу, какое-то порченое. Да, это порченое. Здесь утенок будет. Здесь будет. Тоже будет утенок. Тоже. Ну, быстрее ходит. Не понял? Смотрите, прикол. Там еще двое. Идите сюда. О. Вот так вот эти гуси. Из-за них одно гнездо разорено. А здесь они вообще чуть утят этих не погубили. Хорошо, что мы вовремя заметили. А ну быстро отсюда пошли. Дик, Айза! Айза, Дик! Пошли вон, сказал вам. Гоните гусей отсюда! Давай, гоните их! О, смотри, уже сразу убегает. Сейчас я поубегаю. Дик, гони гусей в воду! Гони этих гусей в воду! Давай! Да не павлина! Дик, иди сюда! Ко мне! Айза, гусей гоните! Кыш пошли! Гусей! Обнаглели эти гуси. Напоследок хотят еще утят поубивать. Гони их, давай их, гони их в воду. Молодец, давай, взять их. Давай. Ты давай быстро в воду. Получите у меня тут. Быстро отсюда. Гони ее, Дик, в воду. Все. Хороший сейчас сезон. Грибы, вареники. Ну, у тещи поели на пару, но у нас дома все равно надо с юшкой. С юшкой это правильно. Ты же уже тоже начинаешь Сюшку любить? Ну да. Доцент заставит.
А здесь кто яйца будет досиживать? Все, охладило, походу, да? Покажи, что у тебя здесь. Иди туда. А, вот тут еще один есть. Что делать? Цыплят уноси к утятам. Так, если тех 3 заморозила. Нет, я думаю, ничего не будет. Да? Ну они уже холодные. Ну давай, заберу цыплят. Она пускай дальше сидит, да? Да. Вот, идите сюда. Пока с цыплятами посидите. Все вместе. Там будет видно, что с вами делать. Короче, сидит эта курица с 2 цыплятами, этими 3 яйцами, и никто из этих яиц не вылупливается. Все. Короче, ну давай этих 2 цыплят с ней занесем, да и все, пускай она с ними. Их 2 и водит. Иди, оп, на тебе 2. Первые куры с 10 цыплятами были, а последние вот с 3, с 2. Сейчас поставим еды и воды, пускай здесь сидит месяцок. Ты сегодня будешь целый день мыть плитку, мыть хозкомплекс, косить. Короче, готовимся к приезду гостей. Закрывай, закрывай, не ложи так. Айзана. Так, у нас бочки заняты комбикормом для свиней, для овец, для коз, есть для кур. А вот для цыплят суточных специальный комбикорм, мелкий, гранулированный такой. Мы кормим специальным. Это им на месяц будет. 3, да. Утята, у нашей утки индийского бегунка вот вылупились вот сколько здесь уже? 8 индийских бегунков вылупилось. Сейчас, подождите, скоро пойдете уже к мамке. Надо ей клетку подготовить тоже. Потому что должны были 2 утки постолько вылупить, но у одной гуси разорили гнездо, а вторая дальше сидела, то вылупила. Так что вторая будет в этом году так просто ходить. Забирай, да,
не? Еды точно хватит на месяц. А вот воду надо будет раз в пару дней менять. Раз в 4 дня. Что так закиснет. Там 3 цыпленка, там 2 цыпленка. Пускай скажут спасибо, что вообще дали материнство испытать. Прошелся вокруг электропастуха. Оказывается, дерево на электропастух упало. Надо его срочно идти спилить. Были большие ветра. И завалило дерево. Я так понимаю, что гнилой вяз старый. С корнем упал. Все отпилил. На самом деле, даже если электропастух уже в этом году не включать, то он их хорошо уже напугал, дисциплинировал. Они к нему уже подходить не будут. Они уже не выйдут из него. Долго они это не забудут. Но нам это нужно, потому что мы часто уезжаем. И мало ли что, прибегут какие-то собаки, какой-то медведь, лиса, хорек, куница, кто угодно. И его в нос ударит, и он тогда уже сюда не пойдет. Так что можно включать уже опять. Все, пошли, посидели, пошли к мамке. Сейчас. В этот раз беленьких нету. Все темные. Сейчас. Пучка, вот. На, это твои. Утюги. Да, а я тебе сейчас, Учка, пойду место приготовлю. На. Твои шутики, да? Твои. Этот вот почти вылупился. На, да вылупляй его и все. А положи его под квочку, и все, она его вылупит, и мы его достанем. Ну сейчас за полчаса. Ему тут вообще осталось. Вот, он уже. Положи его. Он уже готовый, вот. Сейчас пока мы сделаем все, он уже его. Сейчас пока мы сделаем, ей, наверное, он вылупится. Пошли. Тогда Инда-утка сегодня пойдет с утятами уже в сарай будет ночевать, да? А эту клетку переставим на травку, и тут уже бегунки будут жить с уткой бегунком, да? О, тут надо помыть мойку высокого давления, наверное.
Да? Вот такой еще там. Поставим. Там будет утка с утятами, здесь будет курица с утятами. Ну вот, утки после себя оставляют такое болото. Поэтому 2-3 месяца вырастил, съел, 2-3 месяца вырастил, съел. Не надо их держать долго. Ну как тебе? Вообще много хочешь. Ты хочешь все покосить? Да. У нас, получается, в Беларуси ввели закон, что если не покошенная территория, то штраф будет. Ну, я не слышал, чтобы кому-то еще дали. У нас и раньше брали за то, что если даже у нас вот куча перед домом лежала, предписание сначала, не убираешь штраф. Так же самое, если не покошенная трава, если возле дома бардак, предписание, не убрал, не покосил, штраф. Ну, это нормально, закономерно. Я думаю, что вот мы вот здесь 5 лет живем, у нас зрители ни разу не видели, чтобы у нас трава была по колено. У нас всегда покошена и без этих законов. Только вот я не знаю, как это... Надо, чтобы 25 соток было покошено, или вот реально гектар под обслуживание дома и гектар под ЛПХ, должно быть 2 гектара покошено. Ну ладно, как бы... Если бы у нас животные в электропастухе не были, то мы бы даже не косили, они здесь все сделали. Но так мы поможем. Я думаю, один раз в этом году покосим, и уже дальше они будут помогать. Так, вот к приезду гостей цоколь дома, отмостка и здание должно быть красивое. Потому что все-таки птица на отмостку гадит. Ну что, пошли утят принесем. Очка. Пойдем, мы тебе такое место подготовили. Самое лучшее. Тут у нас... Так, вниз не упали. Нет. Ах ты какая, смотри, как больно. Ты чего? Я ж наоборот, я ж полюбишься. Вот этот утенок вылупился, вот он. Снова на солнце, он на солнце, ему будет тепло. Или на грелку лучше. Сейчас посмотрим. Как она. Вот сколько у тебя их. Много. Давай сразу заберем это все с тобой, вот. Ты поняла, что твое гнездо переносим. Пошли. Какая-то легкая, тут килограммовая. Я рыбу больше ловлю, чем ты весишь. Если ее выпустить сегодня на водоем, то уже к вечеру половины не будет их. Пропадут. Видел? Утки подбежали, домика нету. Ну, все домик помыли. А что они хотели? Вот это. Твои, мы их сюда перенесли тебе. Они хотят свой домик. Куда дом занят? Все. Утка себе пытается выйти. Эта утка очень вольнолюбивая, потому что она всю жизнь на водоеме сама. Но так будет лучше. Маленький не может за ней идти. Его на грелку. Потом, когда немножко крепнет, тогда занесем. А так, тебе пускай. В такой железной клетке выживаемость 100%. Потому что клетка сразу защищает даже с земли, даже подкоп леса не сделает. Тут
Так и вылупился. Пошли. Молодец, молодец. Это вот новая квахтуха цыплят сюда привела, это и надо сразу показать, что она главнее. А Дик, он миротворец, он всех всегда разъединит. Так, надо убрать. Это наш свинарник. Но из-за того, что здесь сейчас живет 100 голов птицы, то тут вообще непонятно что. Каждую неделю чистим, и вот такое. Так тут грязно. Сейчас почистим. Вообще свиней будем держать, конечно, на подстилке, тогда вот такого уродства не будет. Но сейчас надо убрать. Поилку надо вымыть, чтобы была чистая тут. Кстати, в утятнике, там где живут утки, мы ее отключили, потому что утки буквально за 2 дня и вода закисает. А вот здесь, где цыплята живут, то нормально. Ну, резиновый пол как бы не сильно удобно его убирать. Но с другой стороны, если вот там, где у нас в курятниках подстилка, где мы сено подстелили, то мы до сих пор не убирали. А здесь вот гребем и гребем. Вначале тяпкой, потом веником. Надо и сюда, наверное, тоже подстилку подстилать, да и все. Потому что он как-то она прилипает. Кто знал, что здесь птица будет жить? Это же делали свинарник. Просто их развелось за много. А свинья, если вот дверь открыта, она в помещении никогда не нагадит. Она даже на улице. Вот я сегодня электропастух ремонтировал, увидел, где они у них туалет. То есть даже на улице, вот овца, где идет, там нагадит. А вот, пошли покажу, где вот свиньи в одно место ходят. Вот они там спят, там ходят кушать. И тут за дровником вот ходят все в одно место. Поэтому от свиней газон супер чистый. Парадоксально, да? Столько птицы, столько мелкорогатого скота, а самые чистоплотные это свиньи тут. Тут индюки с индюшатами ночуют. Они идут в павлинарий, потому что павлины обижают маленьких индюшат. Поэтому пока не подрастут, будут в свинарнике жить. Будем учиться. Как хорошо, что мы сделали керамическую плитку вокруг дверей, видите? Они здесь вообще вымазывают, вот они здесь просто трутся. Но если бы мы сделали полностью, то можно было бы здесь даже кепкером мыть. Взял мойкой высокое давление, все вымыл, все туда душло и все. Так надо было плитку ложить. Я думаю, мы ее будем ложить. Когда-нибудь, да? Вот так почистим. Не, ну вообще это ж свинарник.
Ну вот так вот, что мы сейчас делаем, это вообще, это неправильно. Потому что это тяжело, это неудобно, это некомфортно. Тут нужна или глубокая подстилка. Вот там, ну, в том сарае овчарни подстелили подстилку, свинарник, и курятник подстелили подстилку. Там легко на вилы взял, унес. А вот это вот к резиновому полу, конечно, прилипает. Когда уже овцы перейдут сюда, то у нас будет много соломы, сена ненужного. Чух-чух пораскидывал, и будет проще, мне кажется. Заглядывают, что это мы тут чистим. Идите гуляйте отсюда, грязнули. То пойдете в павлинарий ночевать. Да, подстилка, то можно и не чистить, вот так вот. Намного реже. Ну вот, опять порядок. Почти тачка получилась свежего, чистого навоза. Вот. А в овчарне уже было разбросано сено. И с сеном вообще в 100 раз легче. Просто гребешь и все, да? Подметай, и не надо тяпкой грести. Тут козел, когда был, он эти все доски покидал, тут полазил по ним. Ну да. Это сейчас дровник доделается, они туда перейдут. Перенесем эти доски. Это остатки сена, когда мы тюки закидывали сверху. У нас немножко осталось, и его вот так вот постелили. Тут совсем по-другому, да? Да, с сеном лучше. Взял на вилы и выкинул. Причем даже еще и рано выкидывать. Так, ну и все, и тут порядок. То видишь, мы овчарню уже заняли, надо только вот инструменты куда-то, наверное, в дровник доделаем и сзади на гвоздики повесим этот весь инструмент. И в дровник вот это вот дрова все перейдут. Вот, а так уже овец можно будет сюда уже загонять на осень, на зиму. Ну все, 9-й утенок отогрелся. Посадили его к утке. Пусть сидят. Потом так же, как и эти две банды, пойдут на волю.
Так, еда перед домом. Здесь уже не ваш дом. Здесь вас кормить никто не будет. Не попрошайничайте мне. Все, идите, там насыпано. Так уже хотят свою клетку поесть. О. Уезжаем мы сейчас на тещин хутор. И единственное, что немножко гложет, что Зинка не пришла. Вот сейчас сидят под домиком два поросенка. А Зинка куда-то ночью ушла. У нас сарай был открыт. И не вернулась. Наверное, опять пошла кабана искать. Утя, идите ко мне, идите сюда. Утя. Пошли, дам вам кушать, пошли. Джина, тебя ж боятся. Едем с прицепом. Тоже опять надо кое-какие запчасти завести туда. Мелкорогатый скот и свиней загнали в электропастух, а эти будут вот так на улице гулять. Цыплята, утята под охраной собак. Да, Айза? Айза охранница. Они здесь в хоздворе целый день сейчас. Не дают павлинам драться с индюками. Не дают лисе подойти. Що ти гавкаєш? Хазяйку не познаєш. Здрасте. Сейчас что получается? Раньше вы к нам приезжали, а сейчас вы впервые, значит мы к вам приехали? Да, Все точно? точно. Идите, делайте чай. О, бачиш, як гавкає собака моя на тебе. Я не знаю, какой раз мы с прицепом едем. И каждый раз кажется, ну все привез, все что надо. Сегодня, сейчас приедет бригада копать колодец. Смотрите, что я нашел на Черничном хуторе. У нас на Черничном хуторе когда-то был колодец журавль. И от этого журавля осталась такая палка. Вот. Здесь какой колодец знаем мы установим, мы еще думаем. Но скорее всего тоже журавлем установим. И вот пока он не будет установлен, то воду надо будет брать. Я думаю, вот это ведро пригодится здесь. Чтоб швы заделывать, когда будут кольца опускать, попросили они цемента. А нам не хватило потолок добить USB. Короче, камера на вас гавкает. Ну, мешает вам же эта камера. Теперь вот это будет вам мешать. Мы вот хотим вот сюда это повесить. Это пчеловод нам подогнал эти часы. Советские, 50-х годов. Зазулею. Они, короче, раз в неделю заводятся. Мы ж их дали мастеру. Мастер их обслужил, сказал полгода гарантии. Раз в неделю заводятся. И каждых полчаса бэмкают. Бэмкають і лікує зазулею. Ну, слышите, ну такая, не то что зазывает, это вот такая бум-бум. Куранские эти. Да, поэтому, ну, я говорю мастеру, говорю, а по ночам? Он говорит, и по ночам тоже, говорю, а если спать? Ну, это вы привыкнете. Каждый час. Каждых полчаса. Полчаса? Да. О, Сейчас заведем. Вони полчаса б'є раз, Да, а каждый а час. кожен час б'є, наприклад, ночі 24, от 24 часа буде бабка. Два рази буде бабкати, я знаю. Нормально, если вы будете знать, что в 5 утра надо идти на рыбалку. ну да, как будильник. В 2 часа, в 3 крепкий сон слышать не будете. Привыкаешь к этому. Да, привыкаешь. Привыкаешь. Это же как это, бабушка, правда, что вы живете возле железной дороги? Это- Да. Привыкаешь. Это купили, ну, квартиру.
То есть, ну, женщина. И звонит этому ректору, говорит, приедьте, разбирайтесь, говорит, что, как, вы мне обещали тишину, спокойствие. Невозможно, говорит, невозможно заснуть. Поезд, говорит, тут через каждых 5 минут, и невозможно. Вот ляжьте, говорит, на койку и попробуйте, заснете вы, тот сейчас лег на койку лежит. Вот раз муж заходит, не понял. Говорю, не поверите, я поезд ожидаю. О, как летел. Так эти часы будут бамкать на теща, как бамкнет форточку. Это не будут там бамкать. Ну, месяц дайте им, пробный период. Ты Тихий хутор назвал? Да? Роботи все не тихо. Да, все претензии к пчеловоду, все тогда. Это пчеловод подогнал. Да. Нормально. Все, работа пошла опять кипеть. Тесть наш, Владимир Федорович, уже залез на деревья. Подрезает яблони. Приехали ребята, копают колодец. Нашли вот здесь вот жилу, где-то палочка стоит. Потому что вот в этом месте колодец был. Вот прямо вот здесь, вот где центр камеры. Они нашли левее жилу на метр и правее жилы вот на метр. Но копают дальше. Мы им сказали копать вот там, еще они жилу нашли. Там не будет колодец мешать ничего. Потому что мы сейчас еще пока не определились, в каком месте что будет. Планы поменялись у нас. Поэтому уже баню не строим, но будет, значит, у нас в том месте колодец, а в этом месте тогда уже прудик. Давайте повесим и заведем часы. Примерно вот так вот они будут висеть. Пойдет, Валь? Чуть выше. Чуть выше, да? Вот так вот, да? Угу. Даже можно еще чуть-чуть выше. Еще. О, вот так, да. Так. Угу. С дырочку пролеплю. Сначала хотел взять шуруповерт, но в советских старых хатах разве шурупами прикручивали? Гвоздем забьем. Так, где я эту дырку делал? Вот там, где палец. Ага. Вот это, да? Угу. Сейчас. Вот. Оп. Они разбирались, потому что в машину по-другому не вывести. Вот этот маятник. Часы настенные, маятник с боем янтарь. Минприбор. Так, типография. Человек сказал, что какого-то его знакомого поздравляли с 50-летием в 73-м году. Вот. Сюда вешаем это. О. Так, вот это гарантия у нас на 3 месяца, оказывается. Я уже забыл. Я думал на полгода. Слышь, Валя, а где заводить? Вот здесь вот? Угу. А, тут, наверное, можно заводить для боя, а можно заводить, не знаю, тут какие-то 2 заводки. Я уверен, что уже в комментариях зрители пишут, да что ты там? Не знаю, что ли. Ну заведем то и другое, да? Давай сначала время наставим. Сколько сейчас у нас там? Так, у нас 12:18. Назад можно? Нет. Вот так. Так, и заводим их. Раз в 2 недели надо будет заводить. Вот, завел. Завел. Так легко завелись. Ну вот, 12:18. Это так. Все. Пусть тикают. Это пока не болтается. Она потом, наверное, когда будет бить. Тихо. Как они здесь смотрятся, да? Так, а вы пишите в комментариях. Раз, у кого были такие часы. 2, полную инструкцию, потому что, видите, там почему-то 2 подзаводки. А мы, конечно, прочитаем и сейчас посмотрим, как будем следить. Пока что они молчат тихо, даже не слышно так, что-то тик-тик-тик-тик-тик. Даже не слышно, да?
Так точно завели? Не слышно. Потому что они не идут. Ну давай послушаем, когда будет 0-0. Ну, будут они бамкать или Ну нет. давай, хорошо. Пускай идут. Мгм. Вот я ее шатнул, начали тикать. Может, все-таки должны тикать. Давай по-новому. Все, ждем. Вот так идут. Так, есть пилит влажные ветки с яблонь, их надо поджечь. А чтобы поджечь, надо что-то сухое. Вот здесь, на этой двери, у нас она кастроплитой обшита. А мы эту кастроплиту все равно собираемся снимать. И здесь шалевочку вот так вот нашьем. Поэтому кастроплита и будет сейчас служить нам для поджога. Сегодня на Тихом хуторе совсем не тихо. Копальщики что-то еще разговаривают там. Так. Неужели сегодня у нас на Тихом хуторе появится вода? Вода, наверное, сегодня она появится такая для строительных нужд, мутная. Наверное, надо, чтобы она отстоялась недельку. Ни разу колодцы мы не копали, поэтому даже не знаю. Эти все тонкости сейчас нам объяснят, наверное. Уже есть на поджог у нас. Ну все, колодец уже пошел. Одно кольцо уже утоплено. Соединилось такими скобами. Сейчас пошло второе. Уже высыпается все ведрами. Все копается только вручную, как сотни лет назад. Ну что, еще сделали пару деревьев? Но они сейчас больше на пальмы похожи. Потому что у них здесь веток нету, они отжили свое. Но сейчас они омолодятся, обработаем потом осенью. И будут плодоносить. И будут лесные, вкусные, многолетние яблоки. Ну а вы которых сейчас нету. стволы медным куспоросом, железным купоросом тоже вы обработаете? Конечно, я, а кто? Вот там уже ребята Это пошли. хутор, Уже получается. Куда мне деваться? Уже Я ребята. пожизненное все. Куда мне У деваться? вас же нет телеграмма. Расскажите, кто вам написал? Кто вам сказал, что хутор вам остается? Это вы вот сейчас попривыкали жить, смартфоны, телеграммы. Раньше знаешь, как все узнавали? Как? Приезжает тот Софик из рейса. Вот как узнать, что жена изменяет? Ну? Японец говорит, у меня видео, немец говорит, у меня запись. Русский говорит, херня. А ты что делаешь? Я, говорю, приезжаю ночью с рейса, соседку стучу, открывай, курва. Это говорит, я курва. Это говорит, твоя 70. Вот и все. Ты только спроси, тебе все скажут. Так кто вам рассказал? Уже точно. Не знаю, люди говорят, поговаривают. Поговаривают, ты сейчас людей не скрываешь. А точно будет теща? Ну, как бы 90%. А что уже делать? Ну а что подписчики говорят? Так а что говорят, что против тещи скажешь? Ну, да, против тещи. Ну, знаешь, про тещу много чего говорят, много я чего знаю. Эту тещу хоронят в деревне, везут по улице, сзади зять идет, а мужик выходит в калитку, спрашивает, говорит, слышишь, а что вы ее на бок-то положили? Говорит, так иначе нельзя храпить. Баба на бочок легла поспать, и быстрее. Кстати, вы пока ее нету, вы такие анекдоты травите. Да, А она с Ваней пошла ягоды собирать. ну да. Она сюда, Так а вдруг если ягоды знаешь, закончатся? чем ты ее заманил сюда? Ну, ягодами. Все. А если ягоды пройдут, а она вдруг... А грибы? А, грибы еще. А, да тут все, для нее это рай. Ну, все. Для нее это рай, это хорошо, это ценение. Уйди. Техника безопасности. Дайте Отойди вообще я залезу. На 3 метра отойди, пожалуйста. Не дает Смотри, как поработать. пенсионеры, которых уже пора туда,
А он еще, видишь, делает. 67 лет вам только. Оп. Смотри, как старичок лазит. Так, смотри. Куда там София? Павло. Смотри. Можете выбирать. Но перепилить, чтобы легче было тянуть. Не надо, я дотяну. Я тебя жалею. Я еще по кругу вокруг дома один раз сделаю кружочек. Ну, это тоже надо убирать. Вся больная. Не, не пилите, та на костер. Смотри, пока не обрезали, не видели такое растение. Растение, которое вживается в кору других этих деревьев. Вот, видишь? Сейчас его спилим. А где-то не там было. Вот тут, наверное, оно. Ближе что-то такие сучки оставляют. Что потом по них будет лазить на дерево, уже яблоками. Ну, чтобы по ним потом лазить до дерева, ну не говорите. Вот. Вот тут стоит, да? Смотрите на яблоню, что выросло. А у вас такого не растет? А знаете почему? У нас яблони нормальные, а здесь запущенные. На яблоне выросла какая-то пальма. Костер ее. Это может кто привил, может эти. Так, гореть. Сосать наши яблони хотела. О, отлично. Я выше на одну ступеньку боюсь. Страшно уже. А у нас в деревне когда-то был дядя Ваня. Значит, он высоты боялся, ну, сосед такой недалек. Нет, все, он настолько, он выше не поднимался. Все. Как выпьет на 9 мая, дом его такой был, ну, с углами таких, как тебя здесь. Ага. По углам вылезет, дом высокий, по коньку пройдет на следующий конец, повесит флаг. Обязательно каждый день победы. После праздника едет на стройку. Давай это. Не, я все. Трезвый, боялся, а когда напьется, по барабану. Ну, так и говорят, же море по колено пьяно. Да, пьяным, как море по колено, так и то, да. Вот такой был дядя Ваня. Дядя Праник. Дядя Ваня уже, наверное, умер, да? Нет его, да. Я уже выше не могу, уже все, это последнее. Хорошо, а как ты будешь плоды снимать, с дрона? Трясти будем, вот так вот залазить и трясти. Все, я слажу. Ладно. Возьмите его, я очень боюсь. Так ты боишься, не плачешь, а я боюсь и плачу. Я уже его боюсь его уже отпустить. Это страшно. Все. 3, 6, 7, 8, 9. 9 этих яблонь в идеальном состоянии. Уже лучше бы не сделали. Давайте перенесем. Надя, несите машину. Груши уже не сегодня. Давайте покосим, да? Лист USB сегодня еще привез. Для чего? Потому что мы будем потолок делаем из фанеры. А под фанерой должно быть USB. Здесь была кастровая плита, мы ее убрали, потому что именно вот в этом месте протекала. И вот тут такие большие осины положены, вот они чуть-чуть вот посинели, видите. Везде сосна, а вот именно здесь вот в этой печке было вот 2 осины. И на них протекала вода. Поэтому работа стала с потолком. Обработаем этот потолок эко-биозащитой. И когда высохнет, тогда набьем уже нашу USB плиту и потом уже нашу фанеру.
О, работает. Все? А, было 2 раза, да? Да. Ну все, тогда 2 раза. И что, в 12 ночи будет 12 раз? Хорошие часы. И видите, пока я не мотнул этот маятник, они не работали. Мотнул, и все пошло. И они так нежно, так... Да? Тот, кто здесь начнет спать, за неделю привыкнет, без них спать еще не сможет. Будет просить продать часы. Пошли посмотрим, где Ваня делся. О! А вы что, сейчас по-другому работаете? Литр собрали домой, в багажник уже носите? Чтоб я не посчитал, сколько вы там носите их? Да. Щоб ти не посчитав. О, Бачиш? все, 4 литра есть уже, да? 4 или сколько? Тут 4 Ванчин літр, моїх 3. Ага, Ванин литр. То пока Ваня литр собирает, вы 3? О, где это, да? Ваня, ты слышал? Молодость проигрывает собиранию черники. Пока ты собрал 1, бабушка 3 собрала. Вже ж він теж другого бере. Ванька, де вода? Пошлите домой чай пить. Там уже часы бабахают, не слышали вы, не? Под колесом. Покажи, сколько у тебя. Ну, не 3, но покажи. 1,5 ты собрала, бабушка 3. Я одну целую собрал. Ну, так я говорю. Ты 1,5, она 3 собрала в это время. Наполовину скорость. Ты 2 руками, покажи руки. Ну, вроде 2 собираешь. Что так медленно? Большие выбираю. Покажи рот, открой рот. А, ты в рот собираешь половину. Пошлите чай пить. Ну вот леской невозможно взять вот такие вот. Тут пеньков много осталось. Сейчас попробую. Не возьмешь. Не возьму? Толщину нет. Ну такую толщину, да, они до 1,5 сантиметра берут. Ну хотя бы вот эти вот, что остались. Ну вот такие, да, мелкие, потому что испортишь эту. Ну Такую да. толщину не возьмешь. Пройдусь хотя бы вот эти вот поубираю. Во. Ну вот, как которая леска не берет, это фрезой. А вот да, такие вот сколько есть. не трогай, потому что редуктора порвешь, шкура вычинка не стоит. Не возьмешь такой толщины. Фреза не делает, то предусмотрено. Кустарник, да, вот такой не толстый. Я все удивляюсь, сколько же здесь металла, а? Сколько тут металла? А люхту задвижку забрали. Да. Ну, леняться, видишь, так удобно. Разломал печку и пошел. Ну, Вот так и вращается, ну, вот так. раз, сюда резьба, в левую сторону. Получается, да? Вот как хорошо нашли воду. 2 кольца всего лишь, и уже пошла жила. Хотя у всех колодцы пустые. А надо вот закопать 4 как минимум. Ну, тут можно сказать 3 уже кольца. А, ну да, ну, можно сказать 3 кольца, да. Сейчас одно. Сейчас они опустятся, да? Да. Сейчас опустим. Уезжают.
Ну, говори. То есть вот так вот отрезать, да? Да, да. Лечебный гриб. Вот это ще росте. Вот это чага, да? Да. Это чага. Ого. А что вы будете с ней делать? Її настаюють на водки і так її, ну, типа чаю делають. Це рідкий гриб, його рідко можна знайти. Ото ще от Вы лучше объясните зрителям, как вы смогли найти больше вани, черники, но при этом еще наверх смотреть. Я тут вже не брала. Как это? Іду, дивлюся. А как вы А определили? щоб не смотрела по сторонам, що більше набрали? А то ще, що видиш, ще не буде вирости. Ну, короче, на самогонке можно настаивать, и это полезно, да? Полезно, ну, на А що самогон. полезно, самогонка или чага? Чага полезно. Чага. Хорошо. Ого! Это столько насобирали, это 5 литров, 6. Это еще 3. Ну вот мы здесь. Вот, То вы дали, конечно. Это ты, Иванька, насобирал? вот мы с мамой собирали, а это и все. Молодец. И вот эту маму. До свидания. Спасибо. Спасибо, что приезжали. О, дядь. Пока. Ну як на свій хутор не приїдеш? Просто, ну, понимаете, я-то вас, ну, пускаю, а вы меня пустите потом сюда? Ну, я буду дивитись по твоєму, як ти будеш тещу заінтересовувати. Я думаю, пусть. Ну и все, без тебя пропадет. Ну, Ты как навигатор для нее. Все. все Ну, тогда. давайте. Мы остаемся, потому что нам надо ждать до последнего, когда они колодец выковывают. Может, они еще час, может, 3. Составляя план, Что будем делать что сейчас? будем еще делать. Я приехал, чтобы мне была работа, чтобы я тут не ходил по лесу, как я говорю. Здесь вы видите, тут только все начинается. Тут работы много. Тут работа и работа. Еще надо дуцет сделать, дуцет. А потом, говоришь, переходим на стационар, убираем, переходим на ручное. Да, потом Коса, бабка, клепаем, косим, да. все вручную. Мотыга будет у нас с Все вами. вручную. Это только сейчас мы бензокосами, да, а потом будет ручная тоже. Вот это не надо коня Ще зажать. плота будеш плести. Коня заведем, да. Свиней будем заводить? Будемо. Все. Бухатих білих. Не хватает в лесу, зачем свиньи? Свиньи. Надо, будет видно. Все, уехали. Видели, какие помощники? Еще не уехал, уже говорит, а что в следующий раз будем делать? Давай ищи мне, говорит, план ставь. А тут мы работы найдем, да? Да. Что ж твои родители продали коров, а? Воду пока что привозим. Заливаем его вот сюда. И так моем посуду, руки. Ну, уже скоро будем с колодца носить сюда. Сказали ребята, что через 2 недели уже можно будет водой пользоваться. Надо, чтобы 2 недели отстоялось. Колодец перед домом еще копают. Сейчас ребята как раз вот так вот в воде стоят, самое-самое тяжелое. А туалет выкопали за домом. Недалеко друг от друга. И примерно вот так вот поставлю опалубку, правильно? Вот так вот. Поставлю доски. И вот это вот будет доски, будет наружная опалубка, и вот это будет внутренняя опалубка. И вот это забетонируем. Все, и наверх ставим туалет. И я думаю, тут 2 кольца. Тут уже хватит на 4 жизни этого туалета. А я сегодня целый день резал вот эти пеньки. И тут еще, походу, день-два надо их резать. Тут их очень много. С водой тяжелее уже работать.
Зинка! А где ты была целый день? Чё ты хромаешь, Зинка? Мы тебя в электропастух не загоняли. Покажись. Покажись. Да, смотрите, кровь на спине. На спине кровь. А, все уже, она огуленная. Все. Так что, друзья, считаем 110 дней. И походу у Зинки опять будут дикие поросята. Опять будут такие Васьки. Это ж, видите, где-то ж находит она их, во. И кровь. Это 100% огулял ее дикий кабан. 1 июля погуляла Зинка. Записал я себе в напоминание. Хромает. Вообще дикие кабаны, они ж рожают раз в год. А вьетнамцы, видите, могут сколько хочешь, и 2 раза в год. Вот интересно, да, получается? Веснушка только дает задницу, когда кушает молоко. Молоко? Да. Дрожит, надается? Да. Мы в прошлом видео, когда закидывали сено на чердак, зрители говорят, купите нормальную себе лестницу. Вам же ж так неудобно. И вот сейчас мы с Тихого хутора возвращались с прицепом, поэтому купили в магазине себе такую большую длинную лестницу, которой будет удобно залазить на чердак, закидывать сено, скидывать сено. Потому что той деревянной неудобно, потому что ее надо опирать на здание. А опирать на здание лестницу, она царапает. Эта лестница вот 5-метровая, ну и я вот ее одной рукой вот легко держу. Вот. А деревянную так могу и не удержать. Так, как она тут, как она работает вообще? О, да, это деревянная, она намного тяжелее, чем эта алюминиевая. И причем на ней, на эту алюминию, у нас пчелка тоже хочет. Эту алюминиевую не надо на металл опирать. То есть я залез, оп, 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 все, так получше. Кто чуть не упал? Я чуть не упал. Все, друзья, какое это видео задлинное получилось. Поэтому закончим. Все. Всех обнимаем. Самым лучшим зрителям передаем привет. Все, до свидания. Пока-пока. Пока-пока. Если хочешь, заходи ко мне. Это не деревянная дробина, по которой можно залезть. По этой только я могу. Кто сам съедет? Когда она страшная. Если вот так вот я и упаду. Давай, слайд. Лифт надо. Лифт.